Ассаламу алейкум всем. Меня зовут Берт Азиев. Я UX UI дизайнер студии The Lab Holding в Дубае, но работаю удаленно через интернет. Очень приятно видеть, что собралось столько молодежи. В последнее время наблюдается тенденция заинтересованности молодежи IT-технологиями. И надеюсь, среди вас тоже много тех, кто хочет в будущем стать айтишником. А вообще поднимите руки те, кто хочет в будущем стать айтишником, дизайнером или программистом, неважно. Это очень хороший результат на самом деле. Лет 5, 10 назад айтишников в Ингушетии можно было буквально сосчитать по пальцам. Их было очень мало. Сегодня наблюдается такой бум. В общем, сегодня я хотел бы поделиться своим опытом, рассказать о том, как я стал дизайнером, с чего я начинал, и объяснить немножко о том, что такое вообще UX UI, отдельное направление UX UI дизайн. Начиналось, конечно, все с того, что я поступал в университет. Это был 2004 год. Я поступал я по целевым местам в Москву, и на тот момент не было вообще никакого представления, кем я хочу стать в будущем, чем я буду заниматься. И были целевые места, выбора не было. И, в принципе, я выбрал то направление, куда, в принципе, мне будет легче поступить. Это был инженерный бизнес и менеджмент, Бауманский университет. Я туда поступил, и на первой же лекции я понял, что это мне неинтересно, и куда я попал. Но все поменялось с того момента, когда у меня появился первый компьютер в общежитии. У нас была локальная сеть, тогда интернет был очень дорогой, и пользоваться им могли не все. И была такая локальная сеть, которая объединяла корпуса общежитий по всей Москве. И эта локальная сеть, она практически заменяла интернет. И я в один день увидел в этой локальной сети сайт кто-то сделал. Это было что-то подобие кинопоиска сегодняшнего. Сайт, где каталог фильмов и описание. И это меня впечатлило, в первую очередь, потому что сайт был запущен не в интернете, а в локальной сети. И я тогда узнал, что можно вообще, в принципе, так делать. У нас был адрес второго уровня, адрес первого уровня. То есть ты мог зайти, сайт назывался Пентхаус, кажется. Просто пишешь адрес Пентхауса и открывается сайт. Это меня впечатлило, и мне захотелось сделать то же самое, и я начал смотреть, что для этого нужно. Я потом узнал, что надо изучить HTML язык. Есть такой язык гипертекстовой разметки. У меня была цель сделать такую же страницу. Я хотел личную страницу сделать, навигацию по моим папкам на компьютере. И я поставил цель, чтобы к этой цели прийти. У меня не было цели выучить язык, у меня была цель сделать сайт. И мне пришлось, хочешь не хочешь, как-то осваивать. Я быстро изучил HTML и сделал себе этот сайт. О чем говорит этот опыт? О том, что вообще, когда вы что-то изучаете, я очень советую сначала ставить какие-то цели перед собой, что-то сделать. И уже изучать те инструменты, те знания получать, которые вам нужны, чтобы достичь этой цели. Так вы развиваетесь намного быстрее, когда вы знаете, для чего и как вы будете эти знания применять. Потом пошло все по накатанной. Потом я узнал, что можно сделать сайт. И был такой конструктор, может,
кто-то знает или помнит, но это только динозавр может помнить. А? Adobe Flash, да, тоже такая технология была очень крутая. Мы днем и ночью то делали, что играли в Counter-Strike в общежитии. Очень много времени за этим проводили. И как раз-таки у нас перед нами стала цель. Мы запустили первый онлайн-сервер ингушский и захотели сделать сайт. Потом начали думать, как его сделать. Выяснили, что есть конструкторы, и на нем можно сделать. И я быстро освоил конструктор, мы сделали этот Counter-Strike, сайт Counter-Strike, и на нем мы публиковали всякие материалы, новости о этих кланварах и так далее. Освоив этот конструктор, я понял, что для меня открываются большие возможности вообще в сайтостроении. Я могу, в принципе, сделать любой сайт на конструкторе. Тогда это было очень круто иметь свой сайт. Тебя считали там чуть ли не топ-программистом. Но на самом деле ничего сложного в этом не было. И дальше после указа пошли движки другие, Joomla, WordPress и так далее. И все это продолжалось до тех пор, пока я с братом младшим мы не решили приехать в Ингушетию и запустить свою студию, веб-студию. Мы приехали в Магасе, сняли небольшое помещение, запустили, назвали ее Ant и начали принимать заказы, делать сайты. Постепенно к нам начали присоединяться люди. Мы нашли других программистов, дизайнеров, и мы начали переезжать в другие помещения. У нас сменилось очень много помещений. Мы работали очень долгое время. И все дошло до того, что младший брат, он в силу того, что у него английский был хорош, он читал много литературы, с роликов, и выяснил, что есть вот такое направление, как UX, UI дизайн. Это, в принципе, только тогда оно и появилось, и в русском, в Рунете практически не было материалов по этому направлению. Он начал это изучать, а я в это время пытался освоить все. Мне, в принципе, было все интересно из IT, программирование, дизайн, motion дизайн, анимация. Все мне было интересно, я пытался за все хвататься, очень сильно распылялся и очень долгое время. К тому же еще занимался организационными вопросами студии. Много времени на это потратил. И как раз-таки опыт младшего брата, он начал изучать дизайн в итоге и подвел меня к тому, что мне надо конкретно определиться уже наконец, иначе до старости буду вот так метаться. И я, в принципе, выбрал дизайн, это направление, в котором у меня лучше получается вообще все, работа. Все ребята, которые в нашей команде были, они в итоге вышли на зарубежных клиентов, потом их пригласили на работу, кто-то уехал, кто-то удаленно работает, и, в принципе, машаллах, все устроились, все работают. Сегодня дальше я хочу рассказать вам вообще, что такое UX, UI дизайн, есть такое направление. И сначала я сделал 2 обложки, и хотел бы, чтобы вы сказали, на какой из этих обложек есть дизайн, на какой из них нет. В прошлый раз, кто здесь был, он уже, наверное, в курсе. Попытайтесь, кто не знает, ответить. Вот обложка 2, обложка 1. Поднимите руки, кто считает, что на этой обложке дизайн. 2 человека. Прогресс очевиден. Но остальные, получается, считают, что дизайн здесь.
В прошлый раз, когда я спрашивал, где-то 50 на 50 аудитория разделилась во мнении. Но дело в чем? В контексте моего выступления, что должна обложка сделать? Она должна вам просто рассказать, о чем я буду рассказывать. На этой обложке дизайна нет, это украшательство. Здесь очень трудно все читается. Плохие контрасты, красный на синем, особенно издалека, если у вас зрение плохое, не читается. Очень много проблем, очень много ненужных элементов, которые ни о чем не говорят. Это украшательство. Здесь все просто, заголовок, подпись, все лаконично, и вы можете быстро все это считать и понять, о чем будет дальнейший рассказ. Вообще очень много определений, что такое дизайн. Чуть ли не каждый дизайнер может дать свое определение, нет какого-то конкретного определения. Но из всех определений мне больше всего нравится вот это. Дизайн — это процесс создания правильных вещей и исправления неправильных. Что такое вообще правильная вещь? Давайте разбираться. Правильная вещь — это функция и эстетика. Функция, что это такое? На примере молотка разберем. Вот есть молоток. Почему он именно приобрел вот такую форму? Почему у него резиновая рукоятка? Почему на одной стороне гвоздодер, на другой молоток? Это продиктовано функциональностью. Если бы мы сделали рукоятку короче, молотком было бы не очень удобно пользоваться, забивать гвозди. Если бы мы сделали рукоятку просто деревянной и гладкой, то, может, она бы выскальзывала у нас из рук, когда мы стучим по ней, с ней. Обратная сторона молотка сделана гвоздодером, потому что нет смысла делать две стороны молотка. Ты же не переворачиваешь его, когда забиваешь. Решили дополнительно сделать еще один инструмент. Это очень функционально. Вот это есть функция, когда вещь, она функциональная, удобная в использовании, когда в ней нет ничего лишнего и все по делу. И эстетика. Эстетика — это когда предмет обладает какой-то привлекательным внешним видом, и вам приятно на это смотреть. Вот когда соединяются вот эти два понятия, эстетика и функциональность, это получается дизайн. Дизайн — это, как Адам сказал, это не рисование каких-то там красивых картинок. Это дизайн — это решение проблем. Проблемы посредством эстетики и функции решаются. Вот, допустим, когда вы заходите в магазин, перед вами полка, и на ней очень много, к примеру, хлопьев, незнакомых вам, они одинаковой цены. Какую из этих упаковок вы выберете в первую очередь? Ну, они одинаковые и по форме, и по цене. На самом деле, вы думаете, что более яркое, но вы выберете ту упаковку, которая дает вам больше положительных эмоций, когда вы смотрите на нее, то есть которая эстетически как-то выделяется. Если вам на нее приятно смотреть, вы потянетесь к ней. Это один из примеров. Следующий пример, когда вы, допустим, представьте, что вы летите на самолете, подлетаете к незнакомому городу, и как вы поймете, это развитый город или не очень развитый? Близко, но не совсем.
Нет. Нет, вы ничего не увидите, кроме вот таких ярких пятен с этой высоты ничего не увидите. На самом деле, объясню, если свет, вот это все пятно, оно желтое, считается, что город развитый, потому что городское освещение должно быть обязательно теплого цвета. Там не должно быть холодных цветов. Чем желтее сверху город, тем он развитее считается. Это правило урбанистики. Не все города это соблюдают. Во многих не очень развитых городах не развита урбанистика и вообще какие-то правила. Они строят как попало, не придерживаясь никаких правил. И в развитых городах уже начинают думать о том, как сделать так, чтобы было комфортнее, уютнее в городе. И пришли к выводу, что желтый свет ночью, он уютнее, комфортнее. Вот. Это подсознательное действие на человека дизайна. Это и есть дизайн города, и он действует как-то бессознательно. Какие направления вообще есть в дизайне? Их на самом деле очень много. Я выделил самые основные. Графический дизайн — это брендинг, логотипы, иллюстрации и так далее. Промышленный дизайн — это предметы быта, какие-то техника, бытовая электроника, все, что, вот, допустим, вот этот аппарат — это промышленный дизайн. Кто-то сидел и работал над тем, чтобы сделать 3D-модель такого аппарата. Дизайн интерьера — то, что оформляет внутреннее помещение. UX UI дизайн, о котором я расскажу дальше. Гейм-дизайн — это направление Адама Костоева, который сейчас здесь рассказывал. Он как раз арт-директор в студии гейм-дизайна. Архитектурный дизайн — это внешний облик города, это строение, дома, всякие постройки. Ландшафтный дизайн, как оформлен ландшафт. Направлений очень много, на самом деле. Если вы хотите вообще податься в дизайн, стать дизайнером, и перед вами становится вопрос, какое из этих направлений выбрать, ни в коем случае нельзя смотреть, где можно больше заработать. Это самая большая ошибка новичков. Они сначала смотрят, какие зарплаты того или иного дизайнера. Заработать можно много в любом направлении, не только в дизайне. Главное, какого уровня вы специалист. Чтобы определиться с направлением, просто нужно для себя понять, что вам интересно из этого направления. Если вам интересна урбанистика, архитектура, выбирайте это направление. Если вам интересны сайты, приложения мобильные, то UX, UI дизайн и так далее. Просто смотрите на то, что вам действительно по душе, что интересно, и развивайтесь в этом направлении. Что такое UX, UI дизайн? UX переводится, расшифровывается как User Experience, пользовательский опыт. И UI расшифровывается как User Interface, пользовательский интерфейс. Давайте разберемся, что такое UX, UI, User Interface. Вот перед вами две упаковки кетчупа. Обе упаковки очень приятные на вид, там есть дизайн, оформлено они хорошо, на них приятно смотреть одинаково. И как вы думаете, на какой из этих упаковок хороший UX, а на какой из них плохой? UX. На второй? На второй. Плохой на первый. Да. Мы поняли, что такое UI. UI — это внешний облик, то, как вам приятно на это смотреть.
UX — это то, как удобно этим пользоваться. Первый кетчуп, он, если вы заметили, у него пробка сверху, и кетчуп всегда стоит в таком положении, и весь кетчуп, он скапливается внизу, и чтобы его выдавить, его надо переворачивать и долго ждать, пока он оттуда вытечет. На второй упаковке пробка снизу, эту упаковку нельзя поставить наоборот, потому что там нету основания, и она сделана так, чтобы ты по-любому ее ставил в таком положении. И кетчуп, он стекает, и как только вы открываете пробку, он начинает сразу выливаться. И во втором случае у человека появляются какие-то положительные эмоции. В первом случае отрицательные эмоции, он злится, что никак не может выдавить. Особенно, когда мало кетчупа. Это очень долгий процесс. Вот это и есть UX. То, как удобно этим пользоваться. На примере одного из моих интерфейсов, дизайнов, я покажу дизайн сайта нашего сообщества интернет. Вот есть главная страница. Здесь вроде бы все понятно. Есть лента постов, там заголовок, какие-то инструменты пользователя, комментарии, меню и так далее. Здесь есть UI, вроде бы приятно это смотреть и вроде бы удобно этим пользоваться. Но что будет, если мы те же самые элементы просто поменяем местами и разбросаем их по макету? В этом случае UI вроде бы он есть, вроде бы картинка приятная, на это приятно смотреть. Но когда человек начинает этим пользоваться, он сталкивается с проблемами, он не может найти нужную кнопку, не может понять, о чем сайт. Там кнопка «Написать» съехала туда, он ожидает ее увидеть в правом верхнем углу, но ее там нет. Он тратит больше времени, у него появляются негативные эмоции, и это в конечном итоге создает такой негативный опыт пользования. И это история о том, когда у интерфейса плохой UX, user experience. Вот это я рассказал, что такое UX UI. Немножко коротко очень скажу, какие этапы разработки интерфейсов, через которые проходят UX UI дизайнеры. На первом этапе это сбор данных. Сначала изучается задача, собираются какие-то делаются какие-то опросы, качественные, количественные исследования делаются на следующем этапе. Потом делается из всего пласта данных, которые собраны из аналитики, начинаются генерироваться идеи. Дальше из этих идей начинают набрасываться какие-то черновики интерфейса. Потом эти черновики, они становятся более проработанными. Потом эти проработанные прототипы, они тестируются в определенном кругу людей, это называется фокус-группа. После успешного тестирования, исправления каких-то проблем UX, переступаем на этап UI, когда эти макеты, они делаются приятным для глаза. И дальше, если при необходимости, делаются какие-то анимационные эффекты. Более подробно про эти этапы в нашем сообществе в последнем подкасте было рассказано Тамерланом Азиевым. Если вам интересно, можете посмотреть, он разобрал эти этапы. Самый интересный вопрос, сколько зарабатывает дизайнер? Давайте разберем на примере России и США. В России средние зарплаты джуниора, когда вы только-только закончили какие-то курсы и начинаете находить работу, вы можете рассчитывать, что у вас зарплата будет от 30 до 60 примерно. Я исследовал различные источники, сделал какую-то среднюю статистику. Дальше
идет уровень middle, это средний уровень. С уровня junior на middle можно, в принципе, перескочить быстро, поработав в одной компании, может быть, полгода, год. Там, где вы можете, когда вы попадаете в круг, где есть хорошие специалисты, и вы можете принимать у них быстрый опыт, там вы быстро растете. Дальше идет senior. Тут уже зарплаты от 150 до 240 тысяч, это в России. И максимальные зарплаты, которые в России у топовых дизайнеров, которые работают в крупных известных компаниях, как Яндекс, Авито, Озон, не знаю, самые известные, у них до $500 000 зарплат. А в США зарплаты кардинально другие. Я перевел их на рубли просто, чтобы удобнее было воспринять. У новичков от 200 до 300 получается. У медлов 350-400, синьор 500-900. И самые крутые дизайнеры — это дизайнеры, которые работают в Apple, может, там в Samsung, не знаю, самые крупные компании. У них огромные зарплаты, примерно до 4 миллионов рублей в месяц, может быть. И они, по сути, такие дизайнеры в крупных компаниях, это ключевые люди в этих компаниях. Они определяют фундамент их продукта, онлайн-продукта. Сразу хотелось бы сказать, если вы заканчиваете курсы дизайна, сейчас рынок очень перенасыщен джуниорами из-за того, что открылось в последнее время много студий, такие как онлайн-студии Skillbox, Geekbrains и так далее. Их очень много. Они проводят через себя очень много студентов. И новичков очень много на рынке, среди них очень трудно конкурировать. Но наблюдается тенденция, что эти новички, из всех новичков очень маленький процент только идет дальше и переходит на этап middle. Как раз-таки, скорее всего, из-за конкуренции у многих теряется интерес и надежда, и поэтому они бросают это дело. Но хотел бы вас предупредить, что ни в коем случае нельзя на этом этапе как-то отчаиваться, потому что когда мы начинали этим заниматься, нами двигало не то, что мы хотим заработать побольше, а то, что от процесса мы получаем большое удовольствие. Наши первые заказы были вообще копеечные, 3000 рублей, кажется. Мы первый дизайн сайта делали. Деньги небольшие, но мы сделали заказ, приняли, клиент был очень доволен, продукт появился на свет. И то, что этот продукт появился, и и люди могут этим пользоваться, приносило большое удовольствие. Это результат твоего труда, твоего творчества. Поэтому это самое главное, на самом деле, для дизайнеров — не отчаиваться в начале. Мы проводили в сообществе, мы собирали статистику зарплат ингушских айтишников, мы делали опросы в прошлом году. Если вам интересно, вы можете перейти по ссылке, у кого есть камеры, можете отсканировать и перейти. Там есть статистика зарплат ингушских айтишников, очень интересная на самом деле статистика и очень мотивирующая. Дальше. С чего начать изучать дизайн? Это на самом деле большая тема, требует отдельного выступления, поэтому у меня очень часто этот вопрос задают, и я составил статью, где я расписал все, что я знаю о том, как стать, какие-то рекомендации, ссылки на какие-то ресурсы, платные, бесплатные и так далее. Вы можете туда перейти, и если будут потом какие-то вопросы, можете со мной в Телеграме связываться, я с удовольствием помогу.
Еще очень важная вещь для того, чтобы обеспечить себе быстрый рост. Это так называемый нетворкинг. Что это такое? Нетворкинг — это круг знакомств, круг людей, таких же интересов, в котором в этом кругу, допустим, если вы дизайнер, вы знакомитесь с такими же дизайнерами, постоянно с ними коммуницируете, общаетесь, бываете на связи и делитесь друг с другом опытом. Дизайнер, у кого больше опыта, он может быстро обучить дизайн, ну, не обучать, именно а как делиться опытом. И тут еще одно преимущество, то, что если кто-то работает где-то в компании, если в этой компании освобождается какая-то вакансия, в первую очередь он начинает среди своих знакомых, друзей искать человека, который мог бы, в принципе, туда устроиться. И вот этот круг, этот нетворкинг, он помогает очень быстро давать, ну, как это сказать, быстрый рост происходит людей, все начинают устраиваться, все находят работу через цепочку вот такую передачи вакансий. И вот по нашему опыту, наша команда, вот с тех пор, как мы открыли эту студию, вот все ребята, первый, кто вышел на работу, через него вышел второй. И так по цепочке все, кто у нас в студии работал, они как-то так получилось, что мы друг друга подтягивали, и какая-то такая цепочка образовалась. В принципе, не было того, кто как-то отдельно куда-то ушел, начал искать вакансии, проходить собеседование. Нам помог в этом нетворкинг. Сейчас нетворкинг, в принципе, это наше сообщество, интернет. Может, вы слышали о нем. Там есть различные группы по разным направлениям, по дизайну, по программированию. Советую вступить в это сообщество. Если вы начинаете, вы можете задавать там вопросы, более опытные ребята будут вам помогать, подсказывать и направлять вас, отвечать на любые вопросы. Очень активное сообщество, на самом деле. На Кавказе, может быть, самое активное сообщество. Поэтому приглашаю вас туда. В принципе, у меня все. А если есть вопросы, рад ответить буду. Да? Я на уровне сеньор. Здесь на самом деле трудно оценить, какой у тебя уровень, потому что нет такого каких-то там тестов, которые выявляют твой уровень. Уровень, он определяется спросом на тебя. Если компании видят твое портфолио, твои работы и готовы тебя принять на позицию сеньор, значит, ты сеньор. Я сейчас на позиции главного дизайнера, это даже чуть выше, чем сеньор, когда ты руководишь, ну, как определяющее лицо в дизайне. В общем, вот так. Первые заказы, после того, как вы освоите дизайн, пройдете какие-то курсы, вот как раз-таки тут начинается проблема многих. Многие начинают жаловаться, что не могут найти заказы первые. Но чтобы эти заказы появились, у тебя должно быть портфолио. Чтобы заказчик у тебя что-то заказал, он должен видеть у тебя какие-то работы, какой-то твой опыт, чтобы оценить тебя как дизайнер, насколько ты хорош. И вначале нужно делать концепт работы, чтобы сделать свое портфолио. Это неважно, ты можешь сделать редизайн какого-нибудь известного сайта, сделать его по-своему, оформить в красивую презентацию и выложить. Есть различные платформы для дизайнеров, где они могут держать портфолио.
Самый известный — это Dribble и Behance. Ты оформляешь свой кейс, выкладываешь. Чем больше у тебя будет кейсов, тем легче будет тебе найти первый заказ. А дальше, в принципе, через тот же Behance к нам, например, после того, как мы выложили свой кейс, через Behance уже в личку начали писать люди, предлагать какие-то заказы, работу. Есть различные биржи, фриланс, где тоже можно ее искать. Но в любом случае нельзя рассчитывать, что у вас первые заказы будут какие-то дорогостоящие. Вам придется вначале больше делать акцент на свое портфолио, делать недорогие заказы. Но надо при каждом заказе, неважно, вам платят много или мало, надо выкладываться по полной, потому что если не выкладываться, то прогресса не будет. Нужно делать так, чтобы каждый твой проект, чтобы ты через неделю с отвращением на него смотрел, чтобы тебе это не нравилось. Каждый раз, когда это происходит, когда твои старые проекты тебе перестают нравиться, значит, у тебя какой-то прогресс. А когда ты через год смотришь на старую работу и думаешь, классная работа, тогда можно считать, что прогресс остановился. Ты стоишь на месте. Да? Да, конечно, обязательно. Это вообще, в принципе, обязательное условие для дизайнера. Он должен получать удовольствие от процесса. Я получаю удовольствие. В принципе, не собираюсь менять свое направление в дизайне. И, как я уже говорил, я долго метался, не знал, что мне больше подходит. В итоге я наконец-то решился и не пожалел, что именно выбрал это направление. Да. Ты про интернет? Не, у нас нет школы. Я работаю сейчас на данный момент в компании на full-time удаленно. Раньше у меня была студия здесь, в Ингушетии. Мы делали заказы. И какое-то время мы что-то типа курсов делали, но сейчас нет. Курсы есть в Солово, курсы дизайна. Ну и есть сообщество, интернет в Телеграме, где есть группа дизайнеров, где можно вместе с другими дизайнерами самостоятельно изучать это направление. Я начинал, я вот объяснял, начинал с того, что я поступал. В принципе, весь путь про то, как я стал дизайнером, я уже рассказал, может, ты не присутствовал. Но пришел я к этому именно с того, что у меня появился компьютер, и этот компьютер меня затянул. Это какой-то мир бесконечных возможностей. Особенно, когда появился интернет, тогда вообще уже, можно считать, я точно уже понял, что я стану айтишником. Так, еще есть вопрос, нет? В общем, все тогда. Алла Рясалмас, что послушали.